Всем привет! И сегодня мы поговорим о такой франшизе, как Primitive War. Создателем Primitive War является Итан Петтус. Для создания он вдохновлялся такими книгами, как «Затерянный мир» Артура Конан Дойля и двумя новеллами Майка Крайтона «Парк юрского периода», на которые очень много отсылок в книгах Итана. Итан придумал историю про динозавров, которые оказались во времена войны во Вьетнаме в 16 лет. Позже на сайте Jurassic Park Legacy он сделал проект Hunted, в котором читатели могли придумать своих персонажей, которые позже появятся в сюжете. Позже Hunted был переименован в Primitive War. И вот 22 апреля 2017 года выходит первая книга в серии. Действие происходит в 1968 году во Вьетнаме. По сюжету американскому отряду Vulture Squad предстоит отправиться в изолированную часть джунглей и узнать судьбу пропавшего отряда Green Beret. Думаю, вы уже догадываетесь, что стало с Green Beret. В книге есть вторая арка, повествующая о русском отряде после войны. Что насчет динозавров? Они шикарны. Во-первых, они показаны научно достоверно. Например, длинногие в книге охотятся за деревьев. У палеонтологов есть гипотеза, что это правда. Да, есть ошибки. Например, перья у тираннозавра. Максимум, что у тираннозавра могло быть, это волоски. Но на момент написания книги считают, что у Тирекса были перья. А также динозавры книги круты в хоррор-составляющей, например, Кецалькоатль. Да, я знаю, что он не динозавр, но не сказать про него я не могу. Во-первых, у Кецалей в книге есть острый клюв, которым они протыкают жертву. А во-вторых, длинный язык, которым они хватают жертву. Что-то похоже было у черепозавров «Конкурсов череп». Ну и конечно, как не сказать про ютарапторов. Ютарапторы являются главными динозаврами-злодеями книги. И с этой ролью они справляются отлично. Мне кажется самым интересным то, что ютарапторы во время охоты ведут себя максимально бесшумно. Настолько, что они могут находиться около героев, а они даже этого не поймут. Как же не упомянуть циклопа, крупного альфа-ютарапторов с ножом Кабар в глазу. Я бы мог часами говорить, насколько ютарапторы крутые и опасны в книге, но это будет со спойлерами, у нас ролик без них. Но еще из динозавров мне понравился копрозух. Почему, сам не знаю. Кстати, изначально вместо копрозуха мог казаться спинозавр. На самом деле, самое крутое в динозаврах книги, несмотря на то, что они являются хоррор-составляющей Primitive War, они остаются животными. Что насчет людских персонажей? С ними все тоже шикарно, все они хорошо прописаны, за каждым из них интересно смотреть и наблюдать их мысли и переживания. Поэтому, когда кого-то из них поедают динозавры, для тебя это уже не болванчик. Итак, первая часть Primitive War очень крутое произведение. Про многие темы, войну, изменения человека и так далее. Также, когда вышла книга, появились и официальные арты по ней от Рафа Ломантона. На Силослов работу над артами он начал еще в 2016, то есть за год до выхода книги. 23 июля 2018 года вышел Primitive War Bestiary. Кто не знает, Bestiary — это сборник существ, поэтому мы получили энциклопедию в мире Primitive War. Прикольно, что по лору ее написал персонаж Андрей. Также Bestiary просто шикарные иллюстрации Бруно Гернандеса. Правда, у меня вопрос, как создатель объясняет эти иллюстрации? Либо Андрей нанял профессионального художника, либо он профессиональный художник. Что также интересно, некоторые динозавры из Бестиария появились тут впервые, а позже они появятся в следующей книге серии Primitive War. На следующий год, 24 января 2019 года, вышла книга Primitive War Dispatches Hunting of the Stalker Force. Действие происходит спустя год после событий первой части и повествует о отряде по поимке динозавров Stalker Force. В этой книге и появляются новые динозавры из Бестиария, такие как Ютиранус и Кориолофозавр. Также именно с этой книги в Primitive War началась серия Dispatches, то есть небольших историй, происходящих между полноценными книгами. 18 ноября 2020 года вышла Primitive War 2 Animus Infernal. Несмотря на то, что у многих Primitive War ассоциируется с динозаврами в Вьетнаме, действие этой книги происходит в Анголе. Главным героем из Stalker Force присоединяются новые персонажи, например, баунти-хантеры Джозеф и Зосимус. Зосимус является главным героем новой части, поэтому по большей части мы будем следить за происходящим с его точки зрения. Тут за взаимодействием персонажей стало еще более интереснее наблюдать, ибо между ними будут конфликты, а иногда дело будет доходить до очень ужасных поступков. В первой части мне не совсем понравился людской злодей, по сути его было сложно раскрыть, а его мотивация это ради родины. Но за это я не давал минус. Но тут у злодея, я не буду говорить его имя, чтобы не было спойлеров, есть крутая мотивация, он серьезно опасен для главных героев.
Что насчет динозавров? Кроме старых, как Ютараптора, тут появляются карнотавры, жирафы-титаны, пахиринозавры и многие так понравившиеся кархародонтозавры. И добавить их как альтернативу Тирексу было серьезно круто. На самом деле, Итан Петтус планировал добавить кархародонтозавра в первой части, но посчитал, что его сложно будет перенести для читателей, которые не разбираются в динозаврах. Итан для этой книги планировал добавить спинозавра, но заменил его на другого спинозаврида Зухамима. Итог, Primitive War 2, Animus Infernal, такое же классное чтиво, как и первая часть. 2 февраля 2021 года вышла аудиоверсия первой книги, прочитал ее Вейн Джун. Некоторые главы бесплатно доступны на YouTube-канале Primitive War и на Вейн Джуна. Сейчас ставлю отрывок. He couldn't see or hear the creatures, but he knew they were there. Kendrick could feel their cold eyes crawling over his bruised, beaten body. They were probably licking their teeth in anticipation, waiting for the perfect moment to tear into him while he was alive and screaming. But he wouldn't let them. God, no, he wouldn't let that happen. В 2022 году первая книга по Primitive War была переведена на немецкий под названием Dino War Vietnam. Спустя год была переведена и вторая часть. Ее перевели как Dino War Angola. Также в 2022 году началась работа над комиксом по первой книге Primitive War. Автором остался Итан Петтус, а художником стал Бобисо Кортис. За цвета отвечала Майя Опатис. Позже на Индиего был проведен сбор средств на первый выпуск комикса. С тех пор остальные выпуски не были выпущены. Несмотря на это, мы получили полностью моменты из пролога и кучу обложек для комикса. Одна из обложек отсылает на комикс про чужих, а также шикарную музыку для комикса от Кристофера Наса. На самом деле, этот комикс повлияет на самое важное событие для Primitive War. На обложку по комиксу Primitive War наткнулся режиссер Люк Спарк. Его заинтересовал солдат, сражающийся с Ютараптором, поэтому он связался с Итаном и предложил сделать фильм по первой книге в серии. Итан согласился и послал Люку книгу. И 5 апреля 2024 года начались съемки, которые проводились в Австралии. Чуть ранее, в 2023 началась разработка настольной игры по Primitive War. Сама ссылка еще не вышла, но фигурки из нее можно купить. Возвращаемся в 2024, потому что под конец года, 24 декабря, вышла вторая книга дополнения Primitive War Dispatches 2 Psalms of Zypototec, которая происходит между Primitive War Dispatches и Primitive War 2 Animus Infernal. Отряду Stalker Force предстоит поймать Ютараптора Зипетотека. Охота происходит от Вьетнама до Африки. И вот 2 апреля 2025 года выходит тизер-трейлер фильма по Primitive War. Нам не так много показали, но тем самым подогрели интерес. И, кажется, фильм покажет более научных динозавров. К примеру, у тираннозавра есть губы. Также, кажется, капрозухов заметен на спинозавра, что хорошо и не очень одновременно. Хорошо, потому что спина наконец-то появится в Primitive War, а с другой стороны мы лишились непопулярного древнего крокодила, который мог бы стать популярным за счет фильма. Ну и, конечно, мы можем увидеть троицу Ютараптора, Циклопа, Собака и Зипототека. И они выглядят круто. Правда, также можно заметить стаю дейноников и Кецалькоатль. На данный момент это мой самый ожидаемый фильм года, хотя я и занизил ожидания. Но есть одна проблема.
Со слов режиссера, фильм выйдет этим летом, либо в начале осени. Но теперь летом выходит «Мир юрского периода. Возрождение», который уже вызвал хайп за счет возвращения спинозавров и нового мутанта Дистортуса Рекса. Если у зрителя будет выбор между «Миром юрского периода» и Primitive War, они с 90% вероятностью выберут первый вариант. Эту проблему подметил и сам режиссер, но у Primitive War все еще есть небольшие шансы. Видите ли, несмотря на то, что оба фильма являются хоррорами, в Primitive War больше жестокости за счет Кецалькоатля и Ютарапторов. И людям, которые интересны хорроры, возможно, выберут этот фильм. Но на это все равно мало шансов. Ладно, идем дальше. Несколько дней назад, 2 июня, произошла коллаборация Grand Myth и Primitive War, и вышла первая песня под названием «Агония». Про Кецалькоатля. Получилось круто. В песне можно услышать слова Вейна Джуна из аудиокниги по Primitive War. Увы, из-за того, что Вейна Джуна не стало, Итан хотел как-то подчеркнуть его вклад в Primitive War. Еще мы получили тизер для еще одной песни, на этот раз про отца тираннозавра. Также выйдет мерч по этой коллаборации. Также 13 июля Итан Петтус в Бразилии проведет публичное подписание книг в честь перевода книги на португальский. И под конец года, возможно, выйдет вторая часть бестселлера. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Скоро будет больше видео о Годзилле и Primitive War.